Друзья, всем привет! Сегодня выехали вот в такое красивое место. Находимся в Шапсугской. Шапсуга называют ее, турбаза Дель Вита. Серега пригласил в гости. Еще много друзей сейчас егошних приедут. Будем отдыхать. Да, Мурик вытащил меня. Говорит, когда приедешь, давай ролики снимать, готовить, кушать. Я говорю, некогда. Говорит, тогда мы едем к тебе. Александр приехал, тоже рядом здесь живет недалеко. Чиха, слава богу, вот познакомились тоже. Мурик, спасибо, что приехали. Будем Спасибо, сегодня что пригласил. много чего готовить, отдыхать, выпивать. Давайте, я очень рад, что приехали. За приезд. Будьте здоровы. Спасибо, Сера. Все будьте здоровы. Самое главное здоровье. Вы выезжайте чаще на природу, отдыхать, веселиться, конечно же, с друзьями. Да. Фу. Поехали. Давайте. Программа будет очень вкусная, да? Да. Да. Козленка сейчас приготовим. Ты козленка Обожаю. давно ел последний раз? Я его целиком у себя на канале в печи запекал. Ух ты. Целого прям козленка. Просто сейчас очень много людей скажут, что козленок, фу, что такое. Да не, максимум знаешь, что скажешь? Опять этот алкаш бухает. Ну, ребята, идет как к себе домой. Вообще козлятина, по сравнению с бараниной, хоть она такая менее раскрученная, но она очень полезная по свойству мяса вообще. И, кстати, кто не любит запах барани, вот козленок до 10 килограмм, либо бройлерная порода, полгода он вообще не пахнет Да. молочком. Погнали? Погнали. Начинаем. Так, первое блюдо, которое мы готовим, это хашлама. Козленок очень вкусно получается, тушеный, вареный и шашлык. Но мы сейчас поставим долгое блюдо, будет вариться. Потом закинем на вертел курочек и еще сделаем люля-кебаб из баранины с курдюком. Все. Овощи что-нибудь будешь добавлять в люляшки? В люляшки добавим, да, по турецкому рецепту сделаем, добавим туда болгарский перец красный, паприку. Все секреты не рассказывай, Серега, давай. Все, начинаем. поехали. Так, начинаем, как всегда, с лука, с нарезки. Я сегодня не помощник, я сегодня это Зритель. Ну, я год отдыхал. кайфарик. Лук нужно нарезать кольцами, причем не мелкими. Ну что, дорогие друзья, тем временем вот тут мы находимся, вот такая у нас беседочка, компания. Отдыхаем, вот там у нас идет готовка. Вот такая территория прикольная, домики, гостиничные номера. Свежий воздух и самое главное, приятная компания. Пойдемте посмотрим, что там Серега делает. Лук нарезали. Отправляем его обратно в бокс. Теперь нужно первый слой уложить козленка. Это лопаточная часть. Лучше всего идет для варки, для тушения вместе с шеей. Ну, шею мы уже от этого козленка съели. Если кому интересно, можем рассказать рецепт. Козленок. Теперь слой лука. Теперь нарезаем помидоры, так же как лук, кольцами. Серега, как успехи, братан? Отлично, вот помидорчики нарезаем. Чем помочь? Пойди самовар разожги, чай попьем. Чиха Давай. говорит, чай привез. Я Да. самовар привез. Давай. Давай. Я воду принес. Да. Угли с тебя. Мясо, водка с меня, угли с тебя. Давай. Вот, вода уже идет, видишь? Все, я закладываю Сейчас мы помидоры. ее зальем, короче. Помидоров нужно ложить побольше, чтобы кислинка была. Кто имеет желание сказать что-нибудь интересное, пока Серега там готовит? Держи. Я, конечно, найду, что сказать. Просто что на душе, то и говори. Ребята, вообще выходной, все здорово, погода отличная, не жарко, не холодно. В нашем крае приехали замечательные люди, которые прекрасно готовят.
Только свежие продукты, только хорошее настроение. Ребят, спасибо. Мы вас ждали давно уже. Спасибо. Хотели познакомиться. Взаимно. Вот что значит выиграть. Да. Подписчик. Да. Как-то так, друзья. Болгарский перец нам еще понадобится для хашламы. Серега, ты пока работаешь, мы там 100 грамм выпили Хорошо для вам. рывка. Я Молодцы. сейчас пойду самовар, короче, заряжать твой. Хорошо? Ты же должен был уже зарядить. Ну, меня перехватили просто там. Все. Самое главное, что за здоровье выпили, за все хорошее. Да. Очищаем косточки лишние. Вот эти вот хвостики и укладываем в казан. Саня, получается? Сейчас буду разбираться, Серега. Там, смотри, внутри еще заварник есть. А, подожди. Тут еще у тебя труба какая-то. Но это вытяжная для того, чтобы Сюда, быстро да? разжигался, да. Так, это, значит, у нас дымоход. Вода у нас здесь, краники. Сюда идет дровишки. Сюда идет рожек. Ну, все нормально. Сейчас будем зажигать. Для хашламы специи всегда самые простые. Сегодня у нас соль, перец и мурика специй, сванская соль. Это универсальная приправа, в которой есть и петрушка, и паприка, тмин, кориандр, шафран, хмели, сунели, все есть. Добавим первую ее, а потом досолим и доперчим. Все. Солим вначале, как всегда, немного. Всегда можно добавить соль, но забрать уже не получится. Поэтому всегда сначала чуть-чуть, потом, если что, можно всегда добавить. Конечно же, черный молотый перец. Серега, аромат стоит на все село. И все остальное то же самое. Все те же самые слои. Козленок, лук, помидоры, болгарский перец. Козленок молодой, да, судя по всему? Да, полгода ему максимум. Чиха, как успехи? Отлично. Как у пенсионера. Я стою, все готовится. Серега? Здесь наконец-то Чиха приехал, мы познакомились, и теперь он отдыхает, а готовлю я. Обычно Мурик там этот чуть-чуть. Напрягал меня. Да. Да, вас напряжешь, блин. А сейчас я отдыхаю, ребята. И больших 2 куска положим ребра и грудинка. Это у нас будет для навара. Да, грудинка даст хороший наварчик. Закусочку нам делает. Погода шепчет. Налей и выпей. Да, а если нет, займи, но выпей. Закладываем помидор. Перчиков прихватил, да, Серега? Перчики, да, какая разница? Конечно, хашлама. Хашлама, у нее само название такое, хашлама. Закладываем остальной лук. Болгарский перец положим, еще молодой чеснок, острый перец целиком, для того, чтобы кто не любит острый, а потом его просто в прикуску кушал. Положим молодой чеснок, 4 штуки целым, 4 острых перца. И добавим опять те же самые специи. И молодой картофель, как раз сезон. Тут у нас мотоциклисты, спидвисты. На природе ничего не сделаешь. Конечно. Что за аромат уже стоит, Серега? Да, это Чиха сказал для тебя, чтобы я картошку положил. Картошку я дома поем, скажи, Чих. Добавляем те же самые специи, сванская соль. Серега, что ты делаешь, Серый? Красота. Обычная соль. Можно от меня базилика немного добавить? Конечно, Саш. Знакомьтесь, это мой друг Александр. Он и поспособствовал тому, что я уехал из Пятигорска в Новороссийск. Но это мы уже расскажем чуть-чуть позже. Ну, это уже совсем другая история. Да, обычный перец.
Доперчили, посолили, специи добавили. И теперь самый вкусный секретный ингредиент. Пока Чиха несет пиво, еще нужно пару пучков зелени Я положить в говорил, кашу. самые Секретный секретный. ингредиент. И вкусный. Возьмем обязательно ореган, кинзы пучок, укропа. Сейчас весна. Это нужно обязательно всем есть. И тархун очень хорошо сочетается и с бараниной, и с козлятиной. Прям целым пучком вот этот снимем и вот так вот заложим. Вот так. Самый ответственный момент в приготовлении этого блюда. Пивасик. Правильно добавить. Заливай. И самое главное, старший это должен делать. Все. Вы запомнили, Мурик? Да, вот так старшие учат. Блин, тут у нас ветерок. Ничего, ничего. 16 литров казан, это 1,5 литра. Да. Че, Чиха, пенсию подняли вообще? Говорят, подняли, но я еще повышенную не А получал. тебе зачем пенсия? Ты человек, вот отдыхаю. ты зачем? человек бизнесмен, ютубер. Тебе зачем пенсия? Для галочки. А, Как это? Столько лет работал для государства, почему я не должен получать? я думаю, тебе уже пенсия так. Все. Для галочки на самом деле, Для да. галочки, для детей, для внуков. Как это? Надо все равно. Да. Ребята, вот спасибо вам, на самом деле, вот перед этим я говорил, вижу, сам уже весь мокрый, адский труд, все, вот как ты сказал, да, как начинал, это был, я вот Саша говорил, это все было просто как-то, ну, от души. Сейчас уже как-то ваши подписчики, наверное, чем их больше становится, которые с самого начала, они более такие уже... Они уже больше Да, они все время хотят видеть, все время, чтобы их удивляли, что-то показывали, что-то нереальное делали, вот, и вы вынуждены оказываться в ситуации, что не можете постоянно взять, просто готовить. Одно и то же, да, они все время хотят что-то новое. Да. Вот, их нужно все время удивлять, поражать, и вот. Бассейн хотим вырыть сейчас у тебя здесь. Есть такая? После. Да, сейчас. А сейчас Закопаем, надо уезжать. закапывать не надо, вырыйте и уезжайте. Кстати, через пару роликов Мурик будет удивлять. 50 килограмм чавыча. Чавыча заказал камчатскую. Голову Адский пришлем. труд, делаете просто титаническую работу. Я не знаю, да, вот с разных мест приезжаете, состыковываетесь как-то, чтобы доставлять людям радость. Вот люди, которые сейчас на квартирах сидят, вот я сам смотрел как. Вот я сижу, ну нет у меня этого казана, нет у меня этого мангала. Я могу шашлык заказать, купить, а вот сделать, ну не получается, возможности нет, компании и так далее. Ну ты готов подписчиков принять здесь? Вот так да. Но нужно, да, вместе с ними, чтобы они готовили. Вам успехов, вашим, не знаю, начинаний, наверное, неправильно сказать, да, вот. Это уже работа такая, да, развитие, чтобы люди смотрели на самом деле не просто вот, как, наверное, вы сами когда-то так же смотрели, да, как обыватели со стороны, посмотрели и это, чтобы смотрели, чувствовали этот вот весь процесс. Вот иногда хочется так вот налить и в этот экран тоже вместе чокнуться. Все время мечтал оказаться, говорю, вот по ту сторону, вот сейчас первый раз. Вообще, самое шикарное это наша вот ложа, которая по факту делает. Вам успехов, процветания, чтобы люди поистине ценили то, что вы вкладываете. Да, это не просто там прийти, сделать это целое Ну мероприятие. скажи нам которое что-нибудь на это- турецком хотя бы. Что? На турецком, по желанию. Я же по турецкому таком знаю, что никто не поймет. Только Элина, и то из-за того, что Серкана Балата Ну, давай смотрела на французском тогда. на горном французском. Успехов! Самое прекрасное в этом, что сидит весь интернационал за этим столом. Начиная
от основополагающего государства русскоязычные ребята, русские, и все остальные нации. Тут и греки, и турки, армяне, Цыгане. все цыгане, абазины, то есть все до кучи. Это, я считаю, правильно. Спасибо А большое. кто тут Дружба абазин? народов. Я абазин, У нас Чиха тоже подруга абазин. Абазинка. Чиха абазин. Сейчас мы сделаем наших курочек, друзья. Вот. Так. Вот все, что лишнее, вот эта шея будет не зафиксирована, и она будет мешать нам. Ее надо убрать. Вот так. Теперь вот это вы все знаете. Вот. Вот эти части. Друзья, я это уже убеждался не раз. Хоть и мы ее будем крутить на вертеле, да, то есть я думал, что опаливать не надо, но все равно опаливать надо. Потому что как бы ты ни вертел, все равно не хватает. Вот эти все дела надо опалить. Друзья, так как у нас сегодня нету абхазской аджики, будем делать из мурата специи. Сделаем такую индивидуальную сегодня такой маринад. Вот. Основа у нас идет масло. Приправа для птицы. Армянская соль. Так, это у нас идет сванская соль. И приправа для курицы, друзья. То есть мы сделали вот такую вот обмазку. И начинаем это все вот так мы перемешивать. Вот сейчас у нас чуть-чуть суховато, видите? Добавлю масла чуть-чуть. Вот так, видите? Уже консистенция такая нормальная. Что, Алена, опять твой фирменный соус? Да, Знакомьтесь, это Алена Ивановна, моя подруга, моего друга, супруга. Мы здесь, в Новороссийске, дружим, готовим вместе. Вы, наверное, у меня в роликах уже ее видели. Вот Аленка сегодня появится у нас полностью вся на ютубе. Готовит она соус чесночный со сметаной, с кинзой. Универсальный соус, ко всем блюдам подходит. Кто красный не любит, вот, пожалуйста, рецепт соуса. это кинза, чеснок, майонез и сметана. Соль, перец по вкусу, кто как хочет. Можно просто хлеб купить свежий и больше ничего не брать. Это 100%. Так обычно мой брат свою студенческую жизнь не прожил. Белый соус и горячий вкусный хлеб. Соус ты ему отправляла? Нет, я его научила его готовить. Поставить и ждать вкусненькие курочки и люляшки. Да, который готовит Александр прямо сейчас там. Так. Сюда. Так. И вот сюда, друзья, так раз. Красота. Такая красота. Уф. Чиха, давай посмотрим, что там у нас. Давай, смотри. Ой-ой-ой. Вот так мы сюда фиксируем. Вот. Вот так поставим его. Вот так включим. И он будет у нас крутиться. Пока Александр занимается маринадом курицы, я подготовлю фарш для люля. Здесь у нас 2 килограмма баранины и 600 грамм курдюка. Сейчас мы сюда добавим еще соль, перец, приправы и овощи.
Добавляем соль. Добавим сванской соли, там есть как раз и перец, и все вкусные травки. Так достаточно будет. Нарежем лук. Овощи нам нужно будет очень сильно измельчить, поэтому взяли вот такой нож-топор, будем им овощи рубить в труху. Вот так тоже можно. Эта часть у него тоже заострена. Перец тоже нужно нарубить. Возьмем 2 острых перца. Смешиваем в кучу и начинаем в кашу, в труху, кто как говорит. Перекладываем в фарш овощи. И начинаем все замешивать. Сереж, твой уникальный рецепт. Это ты, получается, убираешь ножку гриба, сюда фарш, Да, потом на шампур и жаришь? да, но это будет в следующем ролике. Сегодня будет у нас люля отдельно, грибы отдельно. Хорошо. Все отлично. Будем ждать тогда. Давай, может быть, тогда грибы хотя бы в курицу вложим? Зафаршируем курицу грибами. Ну, это надо тогда еще одного барана, чтобы барана зафаршировать курицей. Тебе одного меня хватит? Еще одного нужно? С дурацкими вопросами. Все, готов. Как проверить фарш? Если с руки не падает, значит шампура тоже не упадет. Че, у меня все готово, Серый, у тебя как дела? У меня тоже все готово. Фарш клеится? Смотри. Давай вот так возьмем. Не, а ты знаешь, как Мурат проверяет? Вот так берешь палец, вот так сделай, вот так одень. Ну зачем? Вот, смотри, какой кусок. Смотри, я тебе без пальца показываю. По-муратовски. Без пальца вот так показывай. берешь и вот так делай. Так Мурат пусть делает. Не, ну сделай. Просто я руки помою. Давай на твой надень. Да я только помою. Серега, я пошел. Давай, удачи. Давай. Саня, курицу Смотри, тащишь. стол не поломай. Сейчас, пока он отбивает люля, я чувствую, наш последний Мурат, стол сломал. сделай непрямой жар. Вот это по бокам, а ну-ка разгреби, братан. Так, Давай, это давай. вот сюда. Ну ладно. Ставь. Ставить точно? 100%. А мне давай, опа. Кнопка знаешь где? Конечно. Давай. Видишь, я что сделал, Мурат? Маленькую вперед, а большую назад. Знаешь почему? Да. А если вы не знаете, напишите в комментариях, мы вам ответим. Эх, друзья, вы даже не представляете, какая курочка вкусная получается вот на таком вертеле. Да. Никаких приспособлений. Поставил, оставил. Пока гуляешь, отдыхаешь, все жарится. Саня, самый главный прикол в чем? В том, что сок не стекает, а обволакивает обратно наш продукт. Да. И получается сочным. Сам процесс завораживает, знаете, смотришь. Да, а эти там втихаря. Пойдем посмотрим. Пойдем. Присоединимся к ним. Опа. Что там у тебя, Серега? Все, фарш готов. Начинаем надевать.
Берем вот такую котлетку небольшую. И начинаем лепить. С чем люля у тебя? Люля баранина 2 килограмма, курдюк 600 грамм, 30% курдюка, овощи, болгарский перец, лук и острый перец зеленый. Все, вот такой рецепт, друзья. Многие просто будут спрашивать, что вы туда клали. Вот, Серега рассказал. С овощами намного вкуснее. Обязательно, друзья, кончики тоже залепливайте, чтобы люля не падал. Серега, Да, как дела? отлично, лепим, Кончики делаешь эти замочки? конечно. И еще такой немаловажный момент в люля, вот это делать, смачивать руку, да, чтобы не прилипал фарш. Да, шампур должен быть холодный, а рука теплая. Во. Жир прилипает к холодному, Да. а от теплого отскакивает. Александр, сейчас я тебе один лайфхак покажу на следующем шампуре. Отлично. Для тех, кто первый раз вообще люля жарит, Давай, как удобно надевать. давай. Когда первый раз люля жаришь, можно небольшую котлету надевать, а вот так делать. Вот так. По чуть-чуть, да? Так берешь маленькую котлетку, вот так, надел сразу вот так. Да. Вторую берешь, Вот так? надел, видишь, она не падает. Когда большой вес, Понял. они падают. И вот такое расстояние оставляешь. Да, Еще одну взял, да. Мгм. Это ты в Турции, Надел? наверное, да, увидел? я у азербайджанцев увидел. Так. Вот оно. Да, они когда много делают, по 1000 штук, Ну да. они вот так котлеток накидали, потом раз. О, точно. Видишь? Просто, когда первый раз делаешь, большую котлету надеваешь, начинаешь, Да, когда да. неопытный, вот так крутить, вертеть, Да, она да. оттуда падает. А так маленьких 4-5 штучек надел и пошел. И вот оно все вместе потом в итоге все равно Шикарно. соединяются. Вкус, я думаю, будет бомбический, да? Конечно, баранина молодая, курдюк, овощи. У него выбора нет. Мне вот больше всего из овощей в люля нравится вот этот болгарский перец, как играет. Он очень круто подходит вообще. Так, что там у тебя, Серега? Мурик лепим. Ты все по старинке маленькими котлетками. Я Александру показал лайфхак и понял, что так даже удобнее, знаешь? Конечно, это как раз для начинающих самый нормальный вариант. Да. По чуть-чуть и у всех получится. Смысла нету большую котлету налепить, крутить, вертеть и... Самое главное для люля, чтобы не падали, это как в еврейском анекдоте. Не жалейте жира. Там про чай было. Я не знаю, как в еврейском анекдоте, но скажу тебе одно. Самое главное для люля – это хорошая компания. Это В первую 100%. Для кого готовишь? Конечно. Конечно. Когда готовишь для друзей, шансов нет, чтобы получилось невкусно. Конечно. Ароматы со всех сторон идут, друзья. Хашлама, Вы даже не представляете. курица, люля. И еще кайф, когда вот это совместное, да? Кто-то жарит курицу, кто-то хашламу делает, кто-то люля, кто-то соусы, Кто-то по 50 грамм. кто-то по 50. Это обязательно. Не, ну сегодня я отдыхаю, Серега. Правильно, брат, если все 50 грамм будем делать, кто жарить будет? Конечно. Сегодня работают самый старший и самый младший. Чиха и я. Да, ну Чиха в этом плане красавчик. Он не сдается, знаешь, вот. Вот. Ты что И это? самое главное, приехали, короче, дагестанцы в гости. И там мы шурпу варим, да, и дагестанец, там Мухаммад, наш близкий, говорит: Чиха, давай я шурпу сварю. Да. И Чиха, долго не думая, ему говорит: шурпу будешь варить дома, когда мы к тебе приедем. Да. А здесь, говорит, будем варить и есть ту шурпу, которую я тебе сварю, говорит. Правильно сказал. Это золотые слова. Ты что, это старая закалка, там Да, да. шансов нет.
Блин, Серега, тут такие ароматы идут. Я тут рядом стою вообще в смысле. Потому что, брат, она уже полностью готова. Посмотри. Вот для чего мы ложили зелень пучками. Она отдала свой вкус. Сейчас мы ее вот так уберем. И у нас останется только овощи и мясо. Так, ну что, Серег, а где? А, вот несут. Ждем шумовку. Надо это все выложить красиво. Все принесли. Вот. Так, давай я обойду, наверное, в эту сторону, чтобы тебе удобнее было. Да. Убираем зелень. Вот сюда Прямо на с краю. край. Конечно. Перчики. Чесночок. Перчик. Выкладываем картошку. Это Мурика любимая еда. Картошку я дома поем. Мурик любит мясо. И теперь самое главное — мясо с овощами. Вот оно, наше мясо с овощами. Серега, что ты сделал, братан? Посмотри, какое мясо. А запах какой. Вообще. Ну, я, честно говоря, с козлятины, вот в первый раз ем хашламу. С баранины ел, с говядины ел, с козлятины не ел. Я тебе открою секрет. Давай. Вкуснее этого мяса ничего нет. Но не, я вообще ел козлятину, но хашламу не... Ну, Вот именно хашлама с Да. козленка. Я это представляю уже вообще. И последнее у нас большой кусок грудинки. У нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Грубо. Первое блюдо для друзей готово. Хашлама из козленка. Все к столу. Красота. У нас салат с молодой капустой, с укропом и зеленым луком. И добавляем подсолнечное масло. Подходит к шашлыку, к мясу, к любому. Приятного аппетита! Ну что, друзья, вот такая у нас хашлама, вот такая у нас дружная компания, интернациональная. Самый приятный момент. Конечно, сейчас еще курочка готовится, люляшки будем жарить. Да. Так, мужчины сами себе накладывают, не ждите, что я еще чихи только еще положу, остальные все сами себе Рюмочку. Я только хотел сказать, а мне не положишь? Женщинам и старшим. Спасибо, Саня, наливай. Мужчины остальные сами себе пусть кладут. Мурик, это тебе. Держи. Пробуем твое знаменитое блюдо. Подожди, я сейчас пару слов скажу. Давай. Потерпите секундочку. Давай. Давайте. Я очень рад, что все здесь сегодня собрались. Спасибо Мурату, Чихе, Александру, что вот снимаем все на камеру. Мы здесь всегда вместе собираемся, но когда компания большая, все друг друга любят, уважают, гуляют. Самое главное друг другу дарить добро, наслаждаться каждым днем жизни, выезжать на природу, вместе готовить. Коллективно это вообще самое вкусное, это коллективная готовка. Да. Кто-то что-то делает, кто-то суетится, потом вот так сели вместе, вот такое блюдо сделали, покушали, выпили. Всем здоровья, счастья. Я пью за вас, мои друзья, кто со мной за столом, кто по ту сторону экрана.
все мои друзья, кто меня знает, кого я знаю, я всех люблю, уважаю. По возможности ко всем приедем вместе, будем вместе отдыхать, гулять, играть свадьбы, отмечать день рождения, собираться только по веселым, хорошим поводам. Будьте здоровы. Ура! Не, Еще нет, я подождал. Давайте. Серега, за тебя. за вас. Что ты там рассказывал? Что ты там рассказывал, Серый? Я рассказывал, что Самок выбирал, короче, да, ты вспоминал годы, когда я растамаживал раков, Да. привозил куму раз в неделю домой в Ессентуки. Не домой, а у него ресторан был. Он брал пиво. Да. И мы сидели, мы знали, как нужно выбирать девочек. Когда у девочки, когда икра внутри панциря, не снаружи горох вот этот невкусный, а внутри. И люди спрашивают, а как вы так, говорит, выбираете? Я говорю, ну, нужно вот так. И меня прервали, говорит, старший, говорит, пойдем покурим, потом расскажешь. Выходим, он говорит, ты здесь никому не рассказывай, говорит, вот эти вещи, говорит, которые ты знаешь. Говорит. Сиди, кушай спокойно, тихо. Икра, говорит, не во всех раках есть. А, да? А вообще, Мурман, кум мой, привет тебе. Он грек, но его еврей называют. Он, знаешь, как говорит? Кум говорит, раков нужно есть вдвоем. Я говорю, я и ты? Он говорит, нет, я и раки. У Саши было день рождения 21 ноября. Запомните, будете потом поздравлять. Приезжали гости с Москвы, с Барнаула. Как я их штрафовал, это вообще, они с ума сходили. Никита, привет. Садко, привет. Гоша, привет. А, и Серега тоже И с Серега Краснодара. тоже, Короче, они идут париться, я прихожу, говорю, мы уже бутылку выпили, вы что, говорю, где вы ходите? Тебе это прошло? Да, они штрафовались там Так у потом. меня не проходит. Что мы сидим за столом, мы получаем искреннее удовольствие от еды приготовленной, ну прям приготовленной. Мы на Аскарях по-другому делаем, но вот к столу, к выпитому твоему, как-то у меня отец мне часто говорил, в дом, когда идешь, и, говорит, ставят на стол теплую водку, не пей. Я ему говорю, почему? Он говорит, потому что в этом доме не пьют. В доме, в котором пьют, водка все время в холодильнике. Точно. Вот. Я это запомнил, что хочу сказать. Я вот посмотрел, с каким кайфом поднял, бокал выпил. Я сам вырос, родился в Грузии, вырос за столом. Что такое пить? Красиво готовить, красиво кушать, красиво пить надо уметь. Это не вещь, которая может каждый. Не всякому это дано. Не всякому, нет, отдельная нет, культура. любой человек, который, как в спорте, везде, любой человек, который хочет за столом красиво сидеть, у него всегда будет возможность этому научиться. Сидеть с людьми, это видеть. С тем кайфом, с которым ты приготовил это блюдо, с которым ты поднял эту рюмку, выпил, честно говоря, я даже подумал, что это какой-то интересный штраф. Почему всех так не штрафуют, как его? Не, всех нельзя. Агис, самое главное желание, брат. Вот кайф, я имею в виду, вот да, с каким ты это все кайфом сделал, это видно. Не, Вот. самое главное, отец тебе правильно сказал. Нужно проверить, курица твоя готова или нет. Я думаю, уже готов. Полностью готова, она сама оторвалась. Вот так, видишь? Готов. Все, Александр, твоя курица готова 100%. Да. Выключаем. Выключаем Несем на и стол. уносим, да? Я как кот на сметану за Александра. Опа. Вот так, друзья. Сразу убираем двигатель. Вот так. Так, друзья, вилка номер 1 пошла сюда. Так. Сюда. Ой, извиняюсь. Нормально. Деньгам. Отпусти. У греков и у армяне все к деньгам. Люди живут убеждениями, люди живут деньгами. Ну, многие, да. Не знаю. У людей есть большая беда, они думают, что в деньгах все есть, они не знают. Давай посмотрим, Александр, как ты курицу Ну приготовил. давай, экзаменуй, короче, мне. О, окорочок. Нормалек? Да, Все. красота.
Это туда. Айдис. Ой, ё-моё, Айдис, Я не вот так. как хотела курица. Короче, Хорошая курочка. Айдис, ты Вот что? так. Это для тех тошнотиков, которые про перчатки говорят. У нас за столом вот так. Руки помыли. Вчера еще, да? Всегда. Мы а брат. шкурочка, А мы его курочка. втянем. Еще пару Самый раз приедем вкусный и кусок втянем. мне, да, Серега? Прямо Ну, сохнет. чё, Айдис, ты, конечно, хитрый. Короче, Дегустация. нужно люля На шкуру пожарить. себе забрал. Это Дегустация. отрава. О, соус. Вчера было и давай. Так, а пить-то мы будем Так, или нет? все-таки? кто будет слово говорить? Я буду говорить. Шикарно. Можно? Вот начиная от огурцов. Курочки. Конечно. Вот реально. Курочки Может тоже быть? наливайте. Я не знаю, я его ни разу не видела. Это мне вообще как бы... А я вживую езжу, у него беру. Давай, Мурик, говори. Как всегда, под горяченькое, твоя фирменная. Давай. Ну что, мои хорошие, да, вот я обращусь к зрителям по ту сторону экрана, если вы не против. Я хочу им просто донести, как оно бывает в жизни. Сегодня за этим столом сидят все представители всех наций практически, которые проживают в России. Здесь и русские, основополагающие Российской Федерации, также сидят грузины, греки, абазы, армяне. Только дагестанцев не хватает. Где вы, братья? Мы вас ждем. Меня все за своего принимают. Я могу быть дагестанцем, Всё. цыганом, азербайджанцем, кем хотите. Я похож В общем, на суть в чем? Ну и, конечно, все национальности мы не перечислим, но я хочу донести, что интернационализм, общение и дружба между людьми, это стоит многого. Конечно. Мы должны с друг другом общаться не потому, что кто-то там выше, ниже, а потому что мы люди в первую очередь. И не должно быть зависеть цвет кожи, вероисповедание и туда и сюда. Конечно. Я хочу поднять за всех, за все национальности этой планеты, никого не исключая, и пожелать всем всего самого наилучшего. От мирного неба над головой до самого сильного здоровья, Молодец. чтобы это передавалось по наследству. Давайте. Принято. За дружбу. Спасибо, Мурик. Как у спасибо. нас на Кубани говорят, салатаны. Да. А вообще кухня объединяет вообще все народы. Конечно, хорошее блюдо всех объединяет. Курица всех Друзья, Пожрать будьте все здоровы, любят. Я понял. дружите со всеми и ни о чем не переживайте. Правильные слова. На самом деле получается, что курица и рыба едят ее, в принципе, все. 17. Козла тоже. Козла. Было одно государство, да, ну и как понятно, в каждом государстве есть свой царь, да. Вот. У царя было 2 сына. Вот. Ну, сейчас жизнь, этот царь умирает. И получается так, что одному сыну отписал все царство, вот, а второму там какой-то сарай. Ну, этот вступает в наследство старший сын, да. Ну, что там говорить, все царство под ним, да, гуляет и так далее. Сейчас этот вступает в наследство, заходит в этот свой сарай, дверь открывает, она с петель срывается, гнилая, все, бах, там все, крыша там вообще вся дырявая и так далее. Переступает порог, пол оказался слабым, и он проваливается в подвал туда, а там сундуки с золотом, бриллиантами и так далее. Вот. Пол оказался слабым, получается. Я хочу выпить за слабый пол, чтобы он каждому встретился достойный по его статусу. Вот. У кого есть судьба, тому желаю счастья и здоровья, а у кого нету, таким как мне, вот, найти свою половинку, и чтобы это все было в перспективе в перспективе на длинную и счастливую жизнь. Так что хочу выпить, друзья, за вас, за слабый пол, девчонки, за вас. Вот. Я думал, Саня, ты тост говоришь, а ты себе невесту ищешь. В Ну, вот смысле, эти движения. такой рекламы в Ютубе еще не было. бля. Желаю здоровья, всем счастья. Вот. И чтобы каждый получил то, чего он достоин, короче. Вот и все. За тебя, братуха, за Спасибо. твои слова. Все правильно сказал. Правильно, да, А, брат? да, конечно. Давай. Раз ты не перебил, значит все было правильно, брат. Я никогда тебя не перебиваю. Хорошо. Нет, конечно, я его тормозил. Да вообще, его если не тормозить, он прет как танк.
Серега, что там у нас? Мурик, посмотри, какие угли. Угли-бомба, где люляшки? Вот эти угли как раз для люля созданы. Самый большой жар нужно для люля. Так, отодвигаем непрогоревшие дрова. Жар отличный. Жар крутой. И ставим. Пока люля начинает жариться, еще грибочки поставим. Угли у нас сильные, люля надо переворачивать прям сразу. Ну расскажи, что у нас тут с люляшками происходит? Люляшки румянятся. Сейчас мы их запечатываем и начинаем жарить. В первые минуты нужно почаще крутить, чтобы они запечатались. Аромат стоит на всю базу. Аромат крутой, да. И вот эти люля с овощами, с перцем, с болгарочкой, с острым перцем, с луком, это другие люля. На шампурах нужно только большие грибы жарить, они сочные, Мощные, мощные, круглосуточные, да? Чуть-чуть специй, масла, чтобы схватились, и все, и пошел. Вот так и живем, друзья. Люля готовы. Это что за бомба, Серега? Какой сок с него течет, друзья, вы даже не представляете. Сразу видно, человек знающий. Знаете, когда люля снимаешь с шампура, перед и зад надо отцепить. Фу-фу-фу-фу. Серега, прям на лаваш выкладываешь, да? Да. Я не знаю, как передаст камера это все, но аромат и цвет тут настолько чудесный, вы даже себе не представляете, друзья. Серега, грибочки готовы? Грибочки тоже готовы 100%. Уф-фу-фу. Ничего, ничего, так тоже бывает, это нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, друзья, встретимся за столом. Люляшки готовы из барашки, грибочки. Пацаны, горяченькая. Ну что, мои хорошие, вот такое красивая люля получилась. Ребят, давай, пока горячая. Грибочки, люляшка, хлебушек. Уф-уф-уф. О, чиха, спасибо. Молодцы вы, ребята, знаете, вот приехали, так отдохнули сегодня душой. Ах, посмотрите, какая люляшка. Сочная, Самое горячая. главное, вот это, вот старая школа, смотри, это лаваш. Ты всем не говори. Да. Хитрости всем нельзя говорить. Очень рад знакомству, очень рад, что наконец-то за нашим столом есть старший, который вот так говорит, а ты там где-то что-то кого-то штрафует. Давай, то скажи и пойдем. За нас, Серый. Ибо без нас никто за нас не выпьет. Под горячее, как Мурат Давай, говорит. давай. Ну что, мои хорошие, на этой красивой ноте, конечно же, мы с вами не прощаемся. Мы будем отдыхать, проводить время. Будьте здоровы, будьте крепки. До скорых встреч.